Привет, с вами Алена. У меня снова кусочки новогоднего пилилова. Тут у нас случалось всякое, в основном я занималась тем, что делала американские ногти, потому что было какое-то нашествие девчонок, которые срочно хотели из коротышей сделать длинные, до миндали, до овала, до подлиннее. В общем, сегодня вот такой вот контент вам предлагаю. Мне ее отдали уже подготовленную, уже с маникюром, и мне оставалось только подобрать по размеру гелевые типсы, установить и подготовить их. Кстати, по поводу подготовки, она очень простая, там всего лишь нужно периметр типсы вот таким образом пилочкой опилить, то есть ту часть, которая будет вдоль кутикулы боковых валиков. Ну и потом уже можно приступить к нанесению. По стандартной схеме наносим базовое покрытие и просушиваем этот тонкий слой. Дальше берем специальную жидкость и слегка подрастворяем типс с другой стороны. База и снова ставим на ноготь. Очень простая техника. Мне кажется, в ней сможет сработать кто угодно. То есть здесь просто невозможно сделать неправильно. И вот буквально 10 минут и у нас готовы ногти. Но мы решили покрасить их изнутри. Я беру топ с поталью с мелкими золотыми кусочками. Если кто не знает, это сейчас просто на пике популярности. Супер классная штука. И я прям его полюбила именно для того, чтобы красить ту сторону ногтей, обратную, потому что при покрытии цветом переворачиваешь, а там у тебя блестяшечки. Кстати говоря, насчет цвета, сегодня сделаем вот такой красивый синий маникюр, и это будет маникюр цвета замерзшего озера Байкал. Мы выбрали красивый насыщенный синий, посмотрели в интернете картиночки замерзшего озера Байкал, ну и времени, конечно, было немного, мы все вместе сделали за час, на скорую руку накидали дизайн, наносим наш красивый синий в один слой, используя тонкую кисть для прокрашивания труднодоступных мест. Все это просушиваем и в принципе уже после первого слоя можем приступить к дизайну. Для этого мы снова возьмем тот же самый синий оттенок и уже не кисть из флакона, а кисточку от геля для того, чтобы создать липкий пол так называемый. Дальше берем белый гель-лак, которым произвольно рисуем вот такие корявые непонятные полоски, как попало. После этого тоненькой кисточкой прорисовываем белые полосы, тоже в свободной форме, но не забываем, что полоски замерзшего льда на Байкале, они вроде как прямые. После этого топ или базу замешиваем с тем же синим и создаем такой тонирующий эффект, то есть у нас белый превращается в голубоватый. Тут снова берем топ с поталью, небольшое количество блесточек, это по желанию клиента. Дальше добавляем уже большое количество блесточек, то есть прям берем кусочки потали и тоже в свободной форме местами их распределяем. Поталь клеится на липкий слой, ни на какую не на жидкую базу. Просто на липкость, это быстро и удобно. Ну а после этого уже добавляем очень тонкую белую прорисовку, которую мы, конечно, тонировать не будем. И у нас получается эффект того самого замерзшего озера. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И вообще, честно, этот дизайн меня очень порадовал. Он простой, быстрый и обалдеть какой эффектный. Ну, а самое главное, что клиентка довольна. И мы из обычных коротышей буквально за час сотворили обалдеть какие прекрасные ногти. Блин, забыла показать вам вот этот спрей. Тоже очень классная штука для фоток. Вот, заговариваюсь уже. В общем, специальный спрей, который подготавливает кожу к фотографии, убирает все пылинки, слегка ее увлажняет, но при этом она не блестит. Вот такие красавчики у нас вышли. Не забываем лайк, подписаться и написать, что вы думаете о том, чтобы наращивать на короткие ногтевые пластины вот такие длинные ногти. Ну а у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч. Не забывайте, берегите себя и свои ногти. Всем пока-пока.